Контроль потерян, ключевые позиции армии захвачены, паралич логистики, заявление командования. Цирконы, кинжалы, флот РФ, цель Киев и не только, решение Путина, удар по Украине. Наступление армии РФ и захват Одессы. Киев срочно обратился к Москве, требование от Путина отдать приказ. Какой, о чем речь? Масштабная спецоперация в Санкт-Петербурге. Ключевые фигуры схемы арестованы. Россиян продавали по частям. Органы для косметологов, стоматологов и хирургов. Кто стал жертвой? В НАТО ударили по своим. Атака офицера военно-воздушных сил. Предательство союзников. Удар в спину. Россия начинает беспрецедентную фильтрацию трудовых мигрантов. Украина отказывается от брачного возраста с 14 лет, а Госдума идет против решения ФСБ. Нешуточный скандал. Кто вступился за казахского комика Сабурова, которого выдворили из России? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. В Украине не будет брачного возраста с 14 лет. Дали заднюю для успокоения народа. В Верховной Раде отказались от положения проекта нового гражданского кодекса, которое вызвало общественный резонанс и критику. Речь шла о норме, допускавшей возможность заключения брака с 14 лет в исключительных случаях при беременности или рождении ребенка, исключительно по решению суда. Один из авторов законопроекта, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после волны хейта в соцсетях заявил, что норма не предусматривала снижение общего брачного возраста и носила исключительно защитный характер для защиты интересов новорожденных детей. По его словам, она не имела побудительного характера и сопровождалась жесткими ограничениями, включая обязательное судебное решение. В то же время рабочая группа признала, что общество восприняло эту инициативу неоднозначно. По итогам обсуждения было принято решение полностью исключить данное положение из законопроекта. В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение, по результатам дискуссий, исключить эту норму из проекта и оставить действующую норму, которая применяется в настоящее время. Подводя итог, этой нормы в проекте не будет. Украинцы из прифронтовых регионов хотят мира, и люди важнее территорий. Об этом вновь заявил близкий союзник Зеленского, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Так он прокомментировал свое недавнее интервью для издания Independent. Тогда он говорил, что люди важнее территорий, а Украина на пределе. Он уточнял, что для него победа – это выход на границы 91 года, однако с учетом ситуации для украинцев победа – это прекращение огня и гарантии безопасности на будущее, когда дети могут жить так, как жили до полномасштабной войны. На этот раз Ким заявил, что говорит от лица людей, которые боятся озвучить свои мысли вслух. Харьковскому изданию «Думка» он уточнил, что легко ждать победы, сидя на теплых кухнях, и заявляет, что готовы терпеть столько, сколько потребуется, намекнув, что в прифронтовых регионах так не считают. Я говорю то, что люди боятся сказать вслух, что это важно. И во-вторых, я сейчас общаюсь с военными с Востока. И знаете, очень просто ждать конца войны до победы и терпеть столько, сколько необходимо, когда ты сидишь у себя на кухне. И дай бог, что есть свет и тепло. И очень сложно это делать там. Поэтому, как про прифронтовой регион, я говорю, что территории очень важны, но важнее люди. Это настроение наших регионов. Друзья, зрители из Украины, каковы ваши мысли по поводу заявлений Кима? Считаете ли вы их зрадой или же согласны? В целом, что думаете о таком посыле? Оставьте свой комментарий под видео. Окружение, переброска российской техники к границам НАТО, танки в Европе и масштабная война за пределами Украины, ликвидация иностранных войск и российский удар по военным Запада. Все это неизбежно, если ничего не делать. Так считает венгерский премьер Орбан. Он говорит, что Европа шаг за шагом приближается к прямой войне с Россией. По его словам, первый этап уже реализуется. Это финансирование европейскими деньгами Украины. Следующим шагом, считает Орбан, станет военный. Создание общеевропейской армии и призыв молодежи, включая венгерских юношей. Третья и самая опасная фаза, по словам Орбана, это ввод западных войск на территорию Украины для обеспечения гарантий безопасности. Венгерский премьер повторяет то, что говорит МИД РФ. Западные солдаты в Украине станут законной военной целью. Это, по словам венгерского премьера, означает не миссию безопасности, а прямое военное столкновение Европы с Россией. Отмечу, в Венгрии готовятся к выборам, и украинская тема активно используется в предвыборной кампании тех, кто борется за власть. Россияне ясно и ежедневно говорят: не делайте этого, потому что если западные солдаты войдут на территорию Украины, они станут военными целями для России. По ним будут стрелять. Это означает, что если мы отправим войска в Украину без договоренности с Россией, то европейская армия и европейские солдаты
будут воевать с Россией на украинской территории. А это обычно ничем хорошим не заканчивается и несет в себе риск того, что линия фронта приблизится. Высоты потеряны, позиции ВСУ захвачены, логистика парализована. Украинские военные заявляют о тяжелой ситуации. Российские войска захватили ключевые высоты в районе Мирнограда и Покровска, резко осложнив снабжение и оборону ВСУ. Контроль над высотами позволил россиянам разместить командные пункты прямо в городской застройке, говорится в заявлении ДШВ. При этом в Украине заявляют, Мирноград и Покровск, несмотря на заявление российской стороны, не находятся под полным контролем России. Украинские позиции, наблюдательные огневые точки там сохраняются, однако логистика к ним стала чрезвычайно сложной. Это чрезвычайно затрудняет оборону, которая была выстроена на севере этих городов. Это позволяет противнику, в частности, завести в город непосредственно в свои командные пункты. Поскольку город имеет бетонные здания, то в подвалах и цокольных этажах удобно обустроить действительно командные пункты. Главком ВСУ Сырский также признает, наступление идет, однако с двух сторон продвигается вперед и армия Украины, и России. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Наступление и захват Одессы – одна из тем, которая поднималась на переговорах в Абу-Даби, так утверждают источники издания ТАСС. Киев требует от Путина отдать приказ не наступать. Украина этой информации не подтверждала. Для Киева это критически важный аспект, сказал собеседник. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу. То есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи. В то же время Одесса, как и другие города Украины, в частности Киев, под прицелом российских войск. Путин отдал приказ. Удары продолжаются. С вечера пятницы 6 февраля мониторинговые каналы начали сообщать о массированном ударе по украинским объектам энергетики. Подготовка стратегической авиации России. В акватории был выведен флот РФ для нанесения ударов. Также звучали заявления о готовности бить цирконами и ониксами из Крыма, кинжалами с МиГов, ударными дронами. Цель – ТЭЦ, ГЭС, электроподстанции, прежде всего в Киевской области и Киеве, Днепре, Черкасской, Полтавской областях и даже инфраструктурные объекты на западе Украины. В итоге атака началась за полночь с рекордного налета ударных дронов именно на запад Украины. В первые часы БПЛА даже не приближались к Киеву, однако удары были зафиксированы в Киевской области по складу «Рошен». Траекторию полета публиковали мониторинговые каналы. Она была нетипичной. Дроны заходили с севера, направлялись на юг, а после повернули на запад. В это же время в воздухе была и стратегическая авиация. Носители крылатых ракет. До 5 бортов одновременно. Нанесен был удар из флота РФ с 2 носителей. Общий залп – 16 ракет. На момент записи выпуска это и вся информация. В НАТО ударили по своим. Атака офицера военно-воздушных сил – масштабный слив данных в пользу Китая. Речь не о ракетном обстреле, а о предательстве и ударе под дых союзников. В Греции арестован старший офицер ВВС, имевший доступ к секретной информации Альянса. Власти называют это одним из самых серьезных провалов безопасности за последние годы. Командир подразделения связи оказался под подозрением в шпионаже в пользу КНР. Расследование началось после сигнала от ЦРУ и длилось несколько месяцев. Утечки касались операций НАТО, военных технологий и планирования национальной обороны. Разведка Греции установила за ним слежку и пришла к выводу, объем собранных данных был значительным, а утечка могла продолжаться. Более того, офицер по версии спецслужб пытался вербовать других, что усилило опасения о расширении шпионской сети. Дело уже вышло за рамки Греции, оно вызывает тревогу у США и союзников по НАТО. Власти не раскрывают, сколько именно информации было скомпрометировано, но подчеркивают, расследование продолжается и новые задержания не исключены. Следователи утверждают, что офицер использовал специализированное электронное устройство, оснащенное программным обеспечением, предположительно поставленным китайской разведкой, для тайного фотографирования секретных документов и их отправки за границу. Информация передавалась в электронном виде обработчику, который, как считается, действовал от имени Пекина. Оцепление на севере Молдовы, недалеко от украинской границы. Неизвестный БПЛА обнаружен вблизи села София, сообщила накануне вечером полиция Молдовы и опубликовала снимок дрона. Он найден примерно в 40 километрах от молдавско-украинской границы. Периметр, где упал беспилотник, под охраной. Объект должны детально осмотреть взрывотехники, подчеркнули в полиции. При этом в МИД Молдовы заявили, что внимательно следят за ситуацией. Министерство иностранных дел Республики Молдова решительно осуждает любой инцидент, который может представлять собой нарушение воздушного пространства страны и потенциальную угрозу безопасности граждан.
Республика Молдова подтверждает свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан. Удар неизбежен. Ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы идти на уступки. После переговоров в Омане США и Иран договорились продолжить диалог, сначала сверившись со своими столицами. Обе стороны осторожно называют итог позитивным, но ясности по-прежнему нет. Как сообщает CNN, этот раунд стал тревожным сигналом сам по себе. Состав американской делегации резко изменился. Вместо привычного формата, работавшего до удара США по иранским ядерным объектам в прошлом году, в переговорной комнате появились новые фигуры. Наряду с эмиссаром Трампа Уиткофом, его зять Кушнер, а главное, командующий американскими силами на Ближнем Востоке адмирал Купер. Это первый случай, когда высокопоставленный военный США участвует в непрямых переговорах с Ираном во время второго срока Трампа. Источники издания отмечают, в Тегеране были разочарованы Уиткофом в прошлом году, и ставка на новые лица может означать попытку перезапуска диалога. Однако региональные чиновники и аналитики менее оптимистичны, говорится в материале Wall Street Journal. Их ожидания от встречи низки, и некоторые уже готовы к неизбежному удару США по Ирану. Однако руководство Ирана стоит на своем, не готово идти на компромисс по ключевому вопросу прекращения обогащения урана и угрожает развязать региональную войну, если США нанесут удар. США также занимают жесткую позицию, заявляя в четверг, что хотят окончательного прекращения ядерной программы Ирана. Крестный отец на удаленке, бывшая правая рука Зеленского Ермак после отставки продолжает влиять на власть и не отправился на фронт, как обещал. Журналисты «Украинской правды» заявили, что Ермак сохраняет влияние на высших чиновников даже после своей отставки. Расследование зафиксировало его закрытые встречи с ключевыми фигурами власти, включая советника президента Камышина и секретаря СНБО Умерова. 27 января, говорится в журналистском расследовании, Камышин более часа находился в офисе Ермака. Советник Зеленского встречу не отрицает. По его словам, он продолжает обсуждать с Ермаком отдельные вопросы, хотя и не оборонные. Спустя несколько дней кортеж Ермака был замечен у жилого комплекса, где проживает Умеров. Экс-глава офиса Зеленского провел там около 3 часов. Кроме того, журналисты выяснили, что Ермак пользуется помещениями Государственного дворца спорта. У него там личный спортзал, и по данным источников, именно в стенах Дворца спорта проходят неофициальные встречи Ермака с украинскими чиновниками. Журналистам удалось попасть в тот самый спортзал Ермака. В его предбаннике был маленький столик, по телевизору шел старий советский фільм «Джентльмени удачі». Пане Єрмак, можна одне питання вам поставити? Масштабная спецоперация в Санкт-Петербурге. Ключевые фигуры схемы арестованы. Россиян продавали по частям. Из морга тайно вывозили покойных и продавали их коммерческим фирмам. Санитары морга на заказ распродавали части уже неживых пациентов. За решеткой заведующий патологоанатомическим отделением одной из государственных больниц Санкт-Петербурга и покупатель, представитель коммерческой компании. В ходе обысков на рабочих местах подозреваемых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. По данным правоохранителей, руководство медучреждения за деньги помогало вывозить органы умерших, чаще всего одиноких людей без родственников, ведущих асоциальный образ жизни. Эти останки затем попадали в коммерческие структуры и использовались как опытные образцы в косметологии, хирургии и стоматологии. В морге посторонним даже разрешали проводить вскрытие без документов. Схема работала годами, пока ее не накрыли силовики. В соцсетях обсуждают эту историю еще и в контексте нынешней войны и потерь на фронте. В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. Без анализов под суд. Россия начинает масштабную фильтрацию для трудовых мигрантов. Госдума одобрила законопроект, который меняет порядок медицинского освидетельствования иностранцев, приезжающих в страну более чем на 90 дней. Мигрантов обяжут проходить проверку на ВИЧ и на запрещенные вещества уже в течение первого месяца после въезда, а затем повторять медосмотры ежегодно. Сейчас сроки размыты от 30 до 90 дней в зависимости от категории, но новый порядок практически убирает этот люфт. Одновременно резко усиливается ответственность за обход системы. За поддельные медсправки может грозить срок до 4 лет. Отказ или уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения обязанности. Пройти медицинское освидетельствование влекут наложение административного штрафа в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Нешуточный скандал. Дело дошло до Госдумы. Там считают, что на казахского комика Сабурова, популярного в России, состряпали донос. По словам вице-спикера Даванкова, в деле Сабурова следует детально разобраться и понять, почему ему запретили въезд в Россию. Даванков уверяет, что сам частенько смотрит проекты Сабурова и, по его мнению, стендапер не сказал про Россию ни одного плохого слова. Нужно детально разобраться в обстоятельствах, пока причины официально не озвучили. Если окажется, что Нурлану запретили въезд из-за доносов, я считаю, что нужно разрешить ему жить и работать в России. Пошел против ФСБ – это главная неофициальная причина, по которой Сабурова не впустили в Россию. Об этом сообщают важные истории, ссылаясь на знакомого артиста. По словам собеседника издания, комика несколько раз вызывали на беседы в здании ФСБ на Лубянке, где пытались склонить его к сотрудничеству, однако Сабуров отказался. В 2025 году спецслужба поставила ультиматум казахстанскому комику. Либо он подписывает контракт с российским Минобороны и отправляется на войну против Украины, либо выезжает из России. Коллеги по цеху называют события синхронным Мочиловым. Например, Собчак считает, что госсми дана команда ФАС. Ну то есть ежу понятно, что депортация Сабурова на 50 лет имеет скрытые и либо экономические, либо политизированные корни, но вслух никто ничего не озвучивал. Придумали какую-то чепуху официальную и скормили, как обычно. Напомню, Сабуров накануне прилетел в Москву из Дубая. На паспортном контроле в аэропорту его развернули назад и вручили запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. По данным Россми, такое решение принято в интересах нацбезопасности России, соблюдения законодательства и защиты традиционно духовно-нравственных ценностей. Кроме того, Сабурова обвинили в нарушении миграционного законодательства и критике войны в Украине. Зрители из Казахстана, напишите свое мнение по поводу этой ситуации, какое у вас отношение к Сабурову. Друзья, ну и на этом все. И вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.